Мы попали на Ниепе, мы попали на парад этих ого-ого, это вообще что-то нереально сказочное, да? Мы идем на местный праздник балинийский, который называется ого-ого. Дословно с балийского языка это обозначает трясти, это слово ого-ого. Ну, они делают таких монстров интересных. Мы попали на Silent Day, когда весь остров замирает, ни один рейс не прилетает на Бали. Представляете? То есть уникальные люди, уникальные. Картинка, конечно, немножко отличается от того, правда, что вам показывают в проспектах рекламных. На небольшом клочке земли, на рынке Джимбарана, эта фраза расцветает вовсю, потому что там находятся рыбацкие лодки, которые пришли с моря. Этот ресторан, в котором мы находимся, он указан в справочнике Voyage Seat, но мы что-то сильно сомневаемся. Вот именно. Сейчас посмотрим, что здесь дают. Привет, я Андрей. А я Маша. Мы пара, путешествующая по всему миру вдвоем. Мы просто едем и едим, используя различные способы передвижения в поисках самых красивых маршрутов и самой вкусной еды. Мы находимся на пляже, который называется Меластия. Это, ребята, самый-самый-самый юг Бали. Это вот где Нуса-Дуа или Улувату, на самый юг, если ехать. И это прекрасный пляж, очень-очень-очень уютный. Очень чистая вода, очень приятный мелкий песок. Ну, это даже как мельчайшие ракушки, но такие прямо очень-очень приятные. Да, здесь очень много таких вот укромных уголков, где можно в тенечке спрятаться и неплохо провести пару часов. Да, Здорово. Обязательно включите его в список своих мест на Бали, особенно если вы любите пляжи. Как тебе пляжик? Очень красивый пляжик. Очень-очень красивый пляж. Очень-очень красивый пляж. Тебе идет под сарафанчик. Именно поэтому он очень-очень красивый. Какое красивое небо и какая срань под ногами. Картинка, конечно, немножко отличается от того, правда, что вам показывают в проспектах рекламных. Я просматривала проблему как-то более глобально. Знаешь, от глобального к частному. Что я лично могу сделать для того, чтобы не было такого срача в мире? Я могу как минимум сама не использовать, минимизировать использование пластика, потому что до сих пор ни один пакет из произведенных еще не разложился. А их производят, не знаю, миллиардами, наверное. Здесь две полосы такого мусора. Вот это первый барьер, так сказать, мусорный, и там он чуть дальше второй. Это пляж Джимбарана, Бали, Индонезия. Балинийцы говорят, что весь этот мусор приносит течением с соседнего острова Явы. На горизонте, может быть, там видно, вот за теми вулканами. И вот это западное побережье, где Джимбаран, потом Кута, Семеньяк, оно все подвержено этому течению и все выносит вот сюда. К сожалению, вот такая картина очень печальная. Как можно было засрать такой райский уголок, но это только человечество на это способно. Если честно, это сильно удручает. Да, мы идем на небольшую утреннюю прогулку вдоль пляжа деревни Джимбаран на рыбный рынок Джимбаран, чтобы показать вам, что из себя представляет местный рыбный рынок. Вот смотрите, там лодочки стоят рыбацкие, разноцветные такие. Это Fish Market или рыбный рынок Джимбарана.
Джимбаран это даже не город, такая рыбацкая деревня. Ночью лодки уходят в море для улова. И сейчас с самого раннего утра, потому что сейчас 7 утра только встало солнце, только рассвет случился. Начинается продажа. Идем глянем. Мне кажется, здесь есть все. Но я уже тут стою пару минут и не могу зайти от запаха рыбного. Особо не смущают мухи и прочая живность. Просто покупают люди рыбу и все. И знают, что она словлена сегодня ночью. А мухи так тоже хотят. Помните эту фразу, что рыбу нужно есть в непосредственной близости к морю? Так вот, даже на небольшом клочке земли, на рынке Джимбарана, эта фраза расцветает вовсю, потому что там находятся рыбацкие лодки, которые пришли с моря, которые рыбачили всю эту ночь. Вот так, ребята, выглядит традиционная балинезийская лодка. Вот этот плавник, или как буй-буй, который справа идет, это для того, чтобы лодка была устойчивая во время волны на океане, когда идет приливная или отливная волна, чтобы ее не перевернуло. Посмотрите, какая она узкая, и поэтому она может очень легко перевернуться. Вот этот плавник ей дает устойчивость. Совсем рядышком находятся жены рыбаков и продают рыбу. У них нет ничего, чтобы защищало ее от солнца или от мух, которых здесь очень много. Это просто рыба лежит, и задача этих женщин быстрее как можно продать рыбу. Рыба в великолепных оттенках, по-моему, всех цветов радуги. Я не знаю ее название, потому что ее здесь сотни видов, и совершенно она разная вся. От мелких рыбешек до крупных, ракушки, морепродукты. В общем, огромное количество всего. А немножко дальше, уже со льдом и под покрытием, на прилавках, такая версия, знаешь, стоят рыбаки, которые могут себе это позволить, и вот там уже рыба продается охлажденная, но не замороженная, в Джимбаране. Посещение местного рынка очень хочется помыться, хочется просто в душ и все вымыть с себя. А внутренне? А внутренне принять виски для профилактики. Но впечатление, конечно, есть. Это эти рынки азиатские рыбные, это, конечно, что-то. Наши бы домохозяйки умерли в обморок. Мухи ползают прям, ну, такая вот реальность, если что, да? Люди привыкли. Я, кстати, читал, что против этих всех бактерий иммунитет передается с молоком матери. И дети получают защиту сразу с детства именно от этих бактерий, которые здесь могут размножаться вот так вот с мухами на этой рыбе, да, на этой территории. У нас с иммунитетом матери, к сожалению, против этих бактерий иммунитета нет, поэтому будьте осторожны, пожалуйста.
Смотрите, какая нога. Найджища. Смотри, там даже внутри будут лампочки. Lights. You put inside the light. Так по вечерам местные жители готовятся к карнавалу, к Ого-ого. Ого-Ого, да, который будет накануне Ньепи. Ньепи, это Новый год здесь на Бали. Мы идем на местный праздник балинийский, который называется Ого-Ого. Дословно с балийского языка это обозначает трясти. Это слово Ого-Ого. Ну, они делают таких монстров интересных, которые, в общем, символизируют злых духов, которых необходимо держать подальше от людей, чтобы они ни в коем случае не соприкасались. И вот они делают такие интересные фигуры, тут целый месяц этим занимаются. Вот, это прям художественное творчество, вот посмотрите. Просто 10 лучших фигур в этом году получает приз от правительства 10 миллионов рупий, это примерно $800. Вот. Самое важное, что Ого-Ого предшествует празднику Ньепи, который случится завтра. Это балийский Новый год, так что мы попали в самый эпицентр самых интересных действий. Перед тем, как пойти парадом, они выстраиваются, все эти куклы и люди выстраиваются в одну линию. И самое интересное, что они всевозможных размеров. Если они слишком высокие, слишком огромные, и провода на улице мешают им подходить, ребята поднимают специальные палки и провода, чтобы пронести эти куклы под ними. Вообще невероятно круто. Новый год. Я хочу вот что сказать. Эта тема вся мне напоминает октябрьские и первомайские демонстрации, когда у нас тоже носили монстров, фотографии монстров Ленина, Сталина, Карла Маркса. А здесь носят своих Ленина, Сталина и Карла Маркса. Тоже не фотография, а прям чучело монстров. Смотри какой, смотри какой. В большинстве из них они не просто очень круто сделаны. Стоят какие-то моторчики. Да, какие-то лампочки, какие-то крутяшки, какие-то звенелки. А вот, кстати, старт. Видишь, номер 1, номер 1. Парад Ого-Ого начинается в 7 часов вечера, уже стемнело. Сейчас все включат свои лампочки на своих монстрах и понесут их. Да, мы прямо за несколько минут до начала этого шествия, этого действия. Это что-то невероятное происходит здесь. Браво. О, лазеры, лазеры, лазеры пошли.
После парада, ого-го, они их собирают все в центре деревни, Ну что происходит потом с фигурами Ого-Го? а потом их часть разбирают, просто прям брутально так берут и разбивают их молотками, мы видели только что. А часть идет на сжигание, их там кремируют. Фигуры Ого-Го. А, я, кстати, вот что хотел рассказать. Вот этот Silent Day проводится для чего, да? Вот они своими этими всеми церемониями пробуждают эти все духи, да, злые. А потом, опа, и по домикам разбежались и спрятались все, да? Ага. И сидят в тишине, выключили свет, как будто никого нету, знаешь? Ага. Тишина, темнота. Мы вчера выходили ночью смотреть на звезды, это просто нереально. Когда весь остров темный, нету источника света, то звезды начинают сиять сильно, по-другому, ярко. А Да. тишина звенит. И тишина звенит, да. Так вот, эти духи, которых они пробудили, они начинают лететь на Бали и видят, что никого нету, все темно, никого вообще, остров безжизненный, Ага. безлюдный. И что им остается делать, как не улетать дальше? Боже, какой красивый закат, это просто невозможно. Нам просто этот остров подарил закат в последний вечер. Фантастический закат. Такие бывают только здесь, на Бали. Скажи. Красивое небо. Все-таки Бали очень честный, но очень ироничный остров, потому что для нас, для людей, которые не любят большое скопление народа, в последний свой вечер на Бали прийти на свидание и понять, что мы находимся в окружении просто тучи людей. Это За Бали. за Бали. Сегодня был чудесный день, мы объехали весь юг. Мы находимся в Джимбаране. Это известное место своим сифудом на Бали. И на пляже в Джимбаране находится там череда из 10-15 ресторанов. И Маша выбрала один из них из справочника Where Chiefs Eat. Сейчас посмотрим, что здесь дают. Та рыба, которую мы видели на рынке, помнишь? Да, да, вот это Самая рыба. разнообразная рыба. Она сегодня в том числе Ну, давай. за столами